Приветствую всех! Налепки. Сегодня налепки динозавров. Сегодняшний наш клиент — это конкавенатор, горбатый охотник из Куэнки. Так переводится его род. Это небольшой городок в Испании, где он, собственно, и был найден. Начинаю, как всегда, со скелетика из проволоки. Я делаю всех этих динозавров в одном масштабе. Проволочный каркас нужно делать чуть меньше от размера на схеме, потому что в дальнейшем нам нужно будет еще пластикой его покрыть и проволокой. Лучше перестраховаться, сделать чуть меньше. Поза у меня будет такой спокойной, типа он такой сытый, довольный, прогуливается по полянке и представляет себя, например, кархародонтозавром или гигантозавром. Ведь это, собственно, их братишка, можно сказать, из того же семейства кархародонтозаврид, и является их практически базальным представителем, одним из таких. Примечателен он также и тем, что его скелет довольно хорошо сохранился, что дает ученым возможность сделать интересные открытия среди теропод. Вообще это динозавр с загадками, хотя казалось найден в хорошем состоянии, в хорошей сохранности. Этот факт закрывает вопросы по его внешнему виду, по крайней мере, но в его случае становится также больше загадок. Первое — это, конечно, его горб. Значение его не предопределено, неясно значение. Но я лично согласен с одной из версий, например, для привлечения внимания. Определенный половой признак. Возможно, конечно, он и служил горбом для припасов, так сказать, как у верблюда, есть такая версия. Но это, мне кажется, довольно странно. Требует доказательств, чем тот же половой признак. С ним все понятно. Обычно сразу же как что относится к нему, относят к этой, как сказать, особенности животных. С этим все понятно. А вот горб не знаю. К тому же у родственников такого не было, надо сказать. У того же акаркантозавра определили, что отростки в итоге все-таки служили для крепления мышц. Пока на этом остановились. Следующий интересный признак — это, так сказать, бугорки. Бугорки на кистях предплечья. Такие же или очень похожие, как у птиц. Вот в чем дело. Места крепления перьев. Возможно, передние лапы обладали перьями уже. Или что-то вроде игл, как у некоторых других теропод. Не только. Пситокозавр там тот же самый. Я в своей работе сделаю ему, пожалуй, иглы. Совсем примитивные перья, точнее. Похожи на иглы по внешнему виду. Ну, если брать такой маленький масштаб. Также наличие этих игл или перьев интересно тем, что у других представителей этого семейства их не было, что также странно. Так, по кладограмме. Вот мы видим, тут у нас он находится в кархародонтозаврах из подсемейства аллозавров. Смотрите, с какими-то перьями там или парусами, даже в более-менее в теории какие-то признаки. Тут никого нет. Аллозавры, невнаторы, кархародонтозавры, кархародонтозавриды, инфотряд гигантозаврини. Тут, кстати, не хватает миракса. Это такой новый, недавно опубликован в 2022 году. Динозавр такой здоровый довольно. Мне он понравился. Надо будет его добавить сюда. Находится он также в гигантозаврах. Ну вот и далее, если посмотреть, мы видим уже более пернатых типов таких. В следующих семействах они встречаются почаще, как мы видим. То есть все идет к тому, что они скоро станут курицей или чем там, голубем. Далее в тираннозавридах, как, например, ютиранус, вот он здесь, он пернатый, это точно известно. Есть видео, кстати, кто не видел, ссылочка будет сверху, прикреплю, я его тоже лепил уже. Ну и даже тираннозавр с большой вероятностью, или с маленькой, с какой-то вероятностью, его детеныши могли бы иметь пух, могли иметь. Вот так вот. Далее его особенности. Это его
более длинные передние лапы, чем у карха, гиги или миракса. Голова тоже непропорциональна телу, но это закономерно, потому как конкавенатор является одним из ранних кархародонтозаврид. И в будущем передние лапы кархародонтозаврид стали уменьшаться, а голова расти. То есть в ущерб передним конечностям голова выросла. Тоже неплохо. Голова нужнее, руки к черту, чтобы не перевешивали лишний раз. Так, тем временем, вот я сделал уже скелетик, позу, сразу обозначим. Кстати, один совет вам дам сразу. Прежде чем делать фигурку, желательно его нарисовать. Как бы вы хотели его видеть. Эскиз сделать, так сказать. Ну или найти фото с нужной позой. Или даже слепить пробник из пластилина. Ну и погнали облепливать все это дело. Итак, подведем итог. Что нужно учесть в лепке? Горб, конечно. При желании можно сделать его чуть более острым. Что-то вроде близко к акульему. Я сделал таким округлым. Второе – это передние конечности с наличием пера или шипов. Третье – это не сильно большая голова, пропорция к телу. Четвертое – на голове, так же как у кархародонтозавра, есть небольшие такие наросты от глазничной впадины. Вперед, вдоль черепа с двух сторон. Сейчас на лапах передних и задних я ставлю когти отдельно. Так, но я уже тут вижу, что они толстоваты. Ну ладно, потом это поправим. Так, далее. Что у нас не хватает? Горба. Отдельно его делаю. Горб такой, форма интересная, как будто, я вот заметил лично, как будто у него, знаете, кусок кто-то вырвал из спины. Причем такой более-менее округлой формы даже. Какой-то более крупный товарищ. Вот такую форму инвалидную нам и нужно сделать. Сначала сверху, как я и говорил, если его заострить, то это не будет ошибкой, насколько я понял из научных публикаций. Ну, в меру, конечно. Не так, чтобы прям обрезаться можно было. И теперь заднюю часть этого горба делаем. Кстати, существует теория, что между этими частями мог быть парус. Насколько он необычный, но вариант, мне кажется, интересный. Но у других представителей семейства его не было, поэтому вряд ли такое может быть. Хотя и перьев тоже у других его братьев не было. Есть о чем задуматься, но да ладно. Сверху тут я ему немного отщипну кверху, сделаю такую возвышенность порельефней. Да, кстати, есть еще одна теория горба. Мне кажется, она самая реальная. Сейчас я вам ее покажу. Это теория пазла. Пиу. Вот так посмотрите, поняли? Поняли тему? Вот оно что на самом деле. И думать даже не надо больше. И к черту горб, как у верблюда. Эти чуваки передвигались вдвоем. Два, брата-акробата. И месили всех подряд, направо и налево. Страшное дело. Секрет раскрыт, пазл сошелся, все. Второго парня, кстати, зовут Ихтиовинатор. Из семейства спинозаврид. Ну так они дружили семьями, можно сказать. Ну да ладно. За разговорами я уже ему накатил зубов и глазища. Зубы у меня наружу. Пусть так будет. Про Терекса мы знаем тему, что у него были губы. Губы были. Тут бог знает, может быть и были, может и не были. Пока так оставим. При том, что они довольно длинные на самом деле. То есть губы должны быть тоже такими нормальными. Какие-то щеки должны быть? Вопрос. Например, у цератозавра они вообще заходили за нижнюю челюсть, зубы, на несколько сантиметров. Ну да ладно, ждем новых открытий. Все узнаем. Новые технологии, все дела. Разрисовываю ему складочки. Правая нога отведена назад. Тут их чуть больше, значит. В начале хвоста сделаю. Ну и слева пусть немного горизонтальный натяг. За ногу его дери, этого динозавра, он у меня упал. Посмотрите на его морду. Он просто у меня конкретно так приуныл. Как, собственно, я после падения его на пол. Прямо лицом вниз. Упал лицом вниз. Спикировал на пол, как гребаный метеор. Пришлось его переделывать. Ну что поделаешь. Не скажу, что такое часто бывает, но пришлось переделывать. Ну да ладно.
Я чувствовал, что он когда-нибудь у меня упадет. Подставочка подвела, конечно. Теперь уже после запекания раскрашиваю. Желательно желтенькое пузико. Ну и дальше в такой коричневатый цвет, пожалуй, пусть будет такой. Такие вот чешуйчики мелкие, видите? Тоже все сделал. По одной штучечке между пальцами, можно сказать, тоже. Ну, вышло хорошо. Ну и ладно, я так считаю. Горбун из Куэнки. С этой подставкой он и свалился, с этой подставочки. Опора была только на одну ногу у него. И он улетел. Далее я шлифанул подставочку и сделал отверстие, чтобы глина, которую я сверху нанесу, лучше держалась. Глиной покрываю так все свои подставки. То есть, что на воздухе сохнет. Не полимерной, не в духовке, а на воздухе. На этот раз купил такую вот Брауберг. Посмотрим, что это за... Чем они отличаются от Джови, который раньше пользовался. По ощущениям она какая-то странная. Более липкая, что ли, тянется как-то, знаете. Как замазка, что ли. Оконная. Другая по ощущениям, чем Джови. Та поприятнее, что ли, была. Ну, посмотрим, ладно, по итогу. Видите, прям липнет такими кусками. Может, конечно, побольше добавить воды, но будет слишком жидкая тогда. По итогу, что имеем по итогу? Она такая же, так же потрескалась, как и Джови. Она такая же. В общем, я так и хотел, на самом деле. Мне нужен был такой эффект потрескавшейся земли. Если хотите его сделать, можете неаккуратно нанести эту глину, несколько слоев, и она потом потрескается. И будет круто. 2 отпечатка для ног тут сделаем. Ну и раскрашиваю ее тоже. Такой коричневатый цвет. Несколько слоев. Дальше я ему делаю и иголки. Или примитивные перья. Можно так назвать. Для этого беру перо. Искусственное, конечно. И очищаю его, оставляя только серединку. Вот эту черточку. Она нам и нужна. Потом нужно ее заострить слегка лезвием. Также сошла часть краски, и получился такой прикольный эффект коричневатый. С двух сторон заостряем и чуть-чуть ее надо согнуть тем самым. Посмотрите, какой цвет приобрела, которую я заострял, палочка. Кстати, кто занимается моделированием какой-то техники, танков там или так далее, я думаю, неплохой вариант будет, например, для антенны или чего-то подобного. Довольно крепкая, гнется, и такой вид интересный. Ну и теперь эти иголочки я буду клеить к рукам. Эту процедуру я пропущу. Снимать было весьма неудобно, вы сами понимаете. Поэтому показываю уже результат. Сделать можно их и побольше. Обычно я так вижу их по 5-6 штук. Но у меня вот так получилось. Хорошо, в целом все готово. Работу можно оценивать, так сказать. Горб на месте, иголки тоже, черепушка тоже на месте. Добавлять ему не стал сверху, там гребень, перья, думаю, ни к чему. Кстати, на спине перья, возможно, и были, но не факт. Но это нужно иметь в виду, то есть такая вероятность. Цвет горба ярким не стал делать. Например, если он был ярким у парней, то у девчонок пусть будет таким, как у меня. У меня будет девчонка. Девчонка-конкавинатор. Подставку пока оставлю такой. В будущем, думаю, сделаю помассивнее чуть. Также с карточкой и с его характеристиками. На этом хочу сказать всем пока. Пишите идеи. Их я всегда рассматриваю. Хоть и не всегда делаю. Часто предлагаете, кстати, сделать битву, в схватке двух динозавров. Думаю, идея хорошая. Надо будет сделать. Подписывайтесь, оставляйте комменты. Также у меня есть телега и дискорд. Заходите, ссылочку внизу скину. Всем до новых встреч. Пока.